Привет, друзья! Сегодня у меня есть для вас одна история. И это история о американце, который приехал в Россию, чтобы заниматься фермерством. Поехали! Они говорят, ну зачем мне покупать вашу там моцареллу, когда могу итальянскую купить, и там не намного дороже, там 900 рублей, допустим, килограмм, у меня там 760 где-то выходит. Да, то есть, ну зачем? Ну сейчас, зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра. Посмотрите сюда. Это Джастас Уолкер. Он американец, и ему 36 лет. Он живет в России более 20 лет. Его родители были христианские миссионеры и приехали в Россию в 1994 году. Джастас Уолкер занимается фермерством и производит сыр, молоко, йогурты и другие молочные продукты. Джаста стал очень популярным благодаря своему смеху в новостях. Будет нашего русского моцарелла. Его начали называть «веселый молочник» или «адский фермер». Сейчас он живет в горах на Алтае со своей семьей. Он строит ферму своей мечты. У него есть свой YouTube-канал, где он рассказывает о своей ферме, о христианстве, о жизни в России и семейной экономике. Отлично! Теперь отвечайте на мои вопросы. Поехали! Посмотрите сюда. Это Джастас Уолкер. Он американец. Кто это? Это Джастас Уолкер, да. Он русский? Нет, он не русский. Он американец, да. Какая национальность у Джастаса? Американец. Он американец по национальности. Хорошо. Ему 36 лет, и он живет в России более 20 лет. Итак, сколько лет Джастасу? Джастасу 36 лет. Он живет в Америке, в Соединенных Штатах? Нет, Джастас не живет в Соединенных Штатах. Где живет Джастас? Где живет Джастас? Да, именно. Джастас живет в России. Угу. Его родители были христианские миссионеры и приехали в Россию в 1994 году. Кто были христианские миссионеры? Его родители, да. Его родители Джастаса, были христианские миссионеры. Окей, мама и папа Джастаса были христианские миссионеры? Да, точно. Мама и папа — это родители. И они были миссионерами. Хорошо. Джастас Уолкер занимается фермерством и производит сыр, молоко, йогурты и другие молочные продукты. Джастас производит молоко или Джастас производит марихуану? Да, конечно, молоко. Джастас производит молоко. Хотя он, наверное, сделал бы больше денег, производя марихуану, но в России это запрещено. Нет, no marijuana. Окей. Джастас производит сыр?
Да, Justice производит или делает сыр. Justice делает йогурт. Да, Justice делает и йогурт. И йогурт, и сыр, и молоко. Justice занимается фермерством. Justice занимается фермерством, да? Конечно, Justice занимается фермерством. Какая у Justice профессия? Профессия. Фермер, так? Ферма, фермер. Justice, фермер. Отлично. Justice стал очень популярен благодаря своему смеху в новостях. Итак, благодаря чему Justice стал популярным? Благодаря чему Justice стал популярным? Благодаря своему смеху, да. Его начали называть веселый молочник или адский фермер. Почему Justice называют веселый молочник? Потому что он смеется. Да? Из-за его смеха его называют веселым молочником. Да. Кстати, а что производит молочник? Молочник. Что производит молочник? Молочник производит молоко. Да, отлично. Итак, сейчас он живет в горах на Алтае со своей семьей. У Justice есть жена? Да, у него есть семья и жена. Justice женат? Да, конечно, он женат. Ведь у него есть жена. Значит, он женат. Он строит ферму своей мечты. Ферма, ферма, моя ферма. У него есть свой YouTube-канал, где он рассказывает о своей ферме, о христианстве и о жизни в России, и о семейной экономике. Justice рассказывает о буддизме или о христианстве? О христианстве. Justice рассказывает о христианстве. Где Justice рассказывает о христианстве? Где? Justice рассказывает о христианстве на YouTube-канале. На своем YouTube-канале. Еще он рассказывает на своем YouTube-канале о семейной экономике. Justice рассказывает об экономике России? Нет. Justice не рассказывает об экономике России. Justice рассказывает о государственной экономике. Государственной? Нет. Он рассказывает о семейной экономике. Да? А что такое семья? Что такое семья? Семья. Семья — это мама, папа или родители. Да. Это дети и родители. Это семья. Правильно. Окей. Спасибо, друзья. Отличная работа. Скажите,
А где вы живете? В городе или вне города? Хотели ли бы вы жить на ферме? Напишите мне и до встречи в следующем видео. Ферма мечты.